Здравствуйте! Новые магнитолы Jansun, которые имеют название не M81, M89, а MS8189. Впервые они пришли у нас с версией для 4G. Немножко изменились они сзади. Также они изменились спереди. Фото выложу в конце видео. Но также мы сейчас поговорим о некоторых элементах, которые появились. Во-первых, появились функции, которые просили, это Nexa Voice, это управление голосом. Вы можете выбрать язык и управлять магнитолой с помощью голоса. Причем журнал используется и так далее. То есть такая вот крутая функция. Языки можно выбирать разные. Нужен интернет. Сейчас я не могу показать, потому что интернета нет. Как это работает без интернета? Да никак. Нужна сим-карта, поэтому эта функция реализована только в магнитолах с 4G. Раньше, кстати, был Android 9, теперь Android 10, но похож на такой Android 10, который был в магнитолах попроще. В настройках также есть у нас изменения. Например, мы можем посмотреть по сети. Здесь особо ничего нет, только сим-карта. Это меню предназначено именно для этих магнитол. Меню общее, нового ничего нет, те же настройки. Меню громкости, кнопки на руле, Bluetooth. Как видите, все как и было ранее. Изменилось инженерное меню, немножко по-другому сделаны иконы, есть какие-то настройки, изменили настройки языка, ну, интерфейс просто изменен. Factory Setting, Main Icon. Можем, например, добавить сразу с вами ABD. Перезагрузку просит. Ну, давайте сделаем перезагрузку. Функция Phone Link. Опять же, похоже, что она работает только с интернетом. Вот я вывел только что ABD для подключения ABD адаптера Bluetooth. Можно это использовать. Так, что еще здесь у нас есть из новинок? В принципе, по настройке пробежимся дальше. Память системы. Появились некоторые обычные сервисные настройки. В принципе, видите, ничего нового. Просто адаптированная прошивка на Android 10, которая использовалась что увидели фотографии, как в задней части выглядит. Как видите, совсем другая плата, по-другому размещено кабель питания. Но мы это встречали на моделях K1, которая была ранее у Jansun. А вот это вот я сейчас запускаю модель, которая имеет 4 гига оперативки. И тоже пробежимся, посмотрим. Как видите, Android 10 снова похож на предыдущий Android 10 для простых версий. Решили здесь поставить. Здесь у нас есть снова Nexa Voice. Есть стандартные настройки. То есть та же прошивка, что и на 2+32 версии. Ну, вот немножко другой интерфейс. Чисто такой визуальный интерфейс. По-другому открывается. Перелистывается. В дисплее у нас цвет клавиш здесь выведен. Громкость, звук, навигация. Версия по инженерному меню такая же.
Видим приложение уведомления, аккаунты, система, устройство 8259 процессор. И больше как бы ничего не вижу, чтобы было по-новому. То есть делаем выводы. Что было сделано? Было сделано возврат как бы прошивки, которая использовалась более стабильно на более простых моделях. Ее адаптировали на новые модели. Правильно ли это решение? На мой взгляд, очень правильное. Но почему изменена плата сзади и вернулись к модели К1 такому размещению? Возможно, это более удобно для подключения. Либо технически это так сделать пришлось.